Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами утренняя зарисовка Нового Арбата. Этот сюжет я делаю в виде видео-ответа, а вы знаете, что многие просьбы зрителей я выполняю, и на канале есть много разных сюжетов, посвященных городу, в том числе и ответы постоянным зрителям. Поводом этого сюжета послужили вопросы и утверждения о том, что после бурных гуляний вечерних город приходит в развал, в свалку и убийственное состояние. Давайте с вами на все это посмотрим внимательно. Я специально взял субботнее утреннее время, сейчас примерно 8 утра, потому как вечернее ночное время в конце недели, а именно в пятницу, это, как правило, время отдыха и веселого времяпровождения. Так что же мы увидим в реалиях после разгрузочных дней? Давайте внимательно посмотрим, и как же это выглядит в действительности. Мы с вами будем двигаться по Новому Арбату вдоль фастфудных зон, кафе, ресторанчиков, каких-то отдельных заведений развлекательных, где, как правило, в пятницу собирается большое количество молодежи, а также гостей столицы. И вот уже в утренние часы вы видите, как фастфудные зоны приготовились к встрече новых посетителей уже в утренние часы. Напомню, что время 8 утра, тем не менее, как вы видите, что все подобные зоны находятся в прекраснейшем состоянии, ничего не разбито, ничего не убито, а все должным образом находится в очень прекрасном состоянии. Я немножко расскажу вам о том, что происходит в настоящее время в городе, в том числе и на самом Арбате. Ну и также дам вам возможность самостоятельно посмотреть под мой рассказ о том, как все-таки город привели в порядок, что в нем происходит в это время, как просыпается город, сами машины, люди. Ну и, конечно же, некоторые моменты все-таки остаются, то есть следы на плитке подтверждает о том, что в вечернее время здесь было действительно много посетителей, люди гуляли, отдыхали, но тем не менее после этого сюжета у вас отложится все-таки общее впечатление о том, что ничего не поломано, ничего не разбито, а наоборот даже полили уже цветы, а на плитках следы, которые остались после пятничных вечерних гуляний, в самые ближайшие минуты после этого ролика под высоким давлением пройдут соответствующие утренние службы. Все это дело как следует помоют с соответствующим специальным средством. Нас окружает вот такие вот интересные насаждения зеленые. Это у нас фестиваль «Цветочный джем». Как вы уже заметили, что в Москве постоянно проходят разнообразные фестивали. Не так давно мы посмотрели с вами грандиозное шоу. Это фестиваль фейерверков, который проходил в парке Братеева. Один из сюжетов, которые доступны на моем канале, я приложу. Ссылочка будет в правом верхнем углу. Это выступление победителей нашей российской команды. Если вы еще не видели, то я вас приглашаю на просмотр этого сюжета. Ну а также другие вы найдете на моей страничке. И вот не так давно прошел этот фестиваль, и как вы уже обратили внимание, что следует за ним следующий фестиваль, который называется «Цветочный джем». Значит, он впервые прошел в Москве в 2017 году, и если тогда это была лишь всего одна неделя, то теперь этот конкурс перешел в новые временные рамки, и он будет продолжаться аж до сентября месяца, до Дня города, а там, как вы понимаете, будет еще одна новая волна в оформлении города и улиц, и это даст дополнительную мощную поддержку в оформлении города. Ну и как вы уже привыкли из даже моих сюжетах, фестиваль продолжится
и за этим фестивалем последует следующий, а также один из грандиозных — это «Круг света». Некоторые сюжеты с предыдущих фестивалей доступны на моем канале. Один из ярких я приложу, и в правом верхнем углу вы увидите ссылочку. Это зарисовка была сделана напротив Большого театра, и вот в самое ближайшее время, в сентябре месяце, мы с вами, я надеюсь, побываем на новых зарисовках, которые я также добавлю на свою страничку. Итак, цветочный джем. На Арбате можно посмотреть сразу несколько площадок, и вы их видите. Значит, они представлены в различных номинациях фестиваля, который называется «Цветочный джем». На Новом Арбате можно посмотреть сразу 6 площадок, расположенных друг за другом. Ну и, соответственно, вот такие вот прекрасные оформления, которые очень гармонично соответствуют с цветочным джемом. Значит, открытие фестиваля запланировано в середине июня официально, и на нем было представлено более 42 площадок, которые размещены были на многих улицах Москвы, в том числе и на Арбате, где, собственно, мы с вами и находимся. На фестивале «Цветочный джем» организовываются бесплатные экскурсии по различным садам, проходят многие мастер-классы по разным направлениям, а также есть театрализованные представления, различные постановки, шоу-программы, ну и многое-многое другое. Некоторые дни в период проведения самого фестиваля посвящены отдельным темам, а именно это кукольные театры, это день джаза, также проходят дни Англии, Германии и, конечно же, будут и дни мюзиклов. В дни цветочного джема работают и арт-мастерские, где каждый желающий может присоединиться к бесплатным мастер-классам и урокам живописи, где расскажут, как правильно выращивать различные растения, покажут, как красиво можно раскрасить горшки для цветов, ну и специально в созданной гончарной мастерской можно будет поучиться и мастерству гончарному, ну и отдельно можно изготовить посуду из глины, например. Программа всегда насыщена, поэтому в дополнение к ранее сказанному проходит программа кулинарных мастер-классов, где все желающие могут научиться готовить необычные блюда, а также расскажут и покажут, как приготовить совсем необычные, такие как, например, арбузный мед или персиковый смузи, различные вкусные сладкие лимонады, булочки и многое-многое другое. Ну и, конечно же, в вечернее время спектакли, шоу-программы и также посещение разнообразных парков, бесплатные экскурсии. Все это как раз проходит вот в рамках такого прекрасного фестиваля, который вот имеет схожее название с тем, что вы видите в кадре. Это вот как раз цветочные композиции, цветочный джем. Таким общим названием он называется. Ну и, как уже многие заметили, постоянно на основных улицах город соответствует названию того праздника, который проходят. В данном случае это как раз цветочный джем, и большинство вот экспозиций, они в таких цветах, в растениях. Также очень гармонично, как я и ранее сказал, вписываются фастфудные зоны, кафе, рестораны, которые дополняют. И вот как раз ответ и тем, кто говорит о том, что Москва — это холодные каменные джунгли, в которых нету ни растений, ни растительности, деревья не приживутся, много другого. Вот смотрите на все это сами. Это дневное время. В вечернее время Арбат выглядит совсем по-другому, и жизнь переполняет и будет его. И я приложу ссылочку, где вы сможете посмотреть, как выглядят те самые места, по которым мы с вами идем. Это Новый Арбат, но и также некоторые улицы, которые окружают этот Арбат по
ссылки, которые вы видите с правой стороны, в правом верхнем углу. Вы можете перейти и посмотреть на этот сюжет. Вы увидите как раз совершенно другой Арбат, совершенно другую жизнь города. Ну и, конечно же, другие все виды. Город в ночное время становится совсем другим. У вас есть такая возможность как раз на все это дело посмотреть. Ну и вот такие вот виды, такая вот природа доступна и в центре города. Ну и также давайте сделаем дополнение небольшое. Вот так вот выглядит оформление возле библиотеки имени Ленина. Это немножечко пройти в сторонку от Арбата, ближе к Кремлю. И вот вы видите, какие экспозиции цветочные. Есть специальные деревянные лежаки, на которых вы можете расположиться, отдохнуть, посмотреть на город, послушать его ритмы. В принципе, звуки я сохранил реальные, которые доносятся за моей спиной, за камерой. И вот так вот выглядит Москва в утренние часы. Вот в таком она прекраснейшем состоянии и настроении находится после бурных гуляний, которые прошли в пятницу. Вот так вот нас встречают утренние часы выходного раннего дня, и город готов к встрече новых гостей, новых групп, и он во всей своей красе представит перед многочисленной публикой. Но я благодарю вас за то, что вы посмотрели очередную мою небольшую зарисовку, послушали мой ответ, ну и также некоторые зарисовки. Я буду с вами прощаться, ну а пока.